Приветствую всех на канале Динос. Здесь я леплю фигурки динозавров и героев фильмов и игр. Прикольные и не очень. Сегодня герой ролика Ютиран или Ютиранус Хуали. По-русски это звучит вроде как красивый пернатый тиран. Неожиданно для себя я решил слепить именно его. Попозже в видео я объясню, почему так решил, и немного расскажу о самом динозавре. Итак. Ютиранус. Соответственно, находится в группе динозавры. Далее мы идем в ящеротазовые, потом кладонеотераподы, аверостер, подгруппа титанур и попадаем в большую кладу тероподовых динозавров, целурозавры. И далее через тиранорапторов надсемейство тиранозавроиды, в котором наш Ютиран и поживает. Кстати, тут Динохерус на глаза попался, я тоже думал его сделать. Ну да ладно, это потом я расскажу о нем. Здесь же в надсемействе, в подсемействе тиранозаврин обитает тиранозавр Рекс, кстати, которого я уже делал, лепил. Можете видео посмотреть с ним. Так, да, посмотрим еще и где другие герои моих роликов находятся. Вот он, гигантозавр. И тут же выше находится кархародонтозавр. Кто не видел ролики с ними, можете посмотреть на канале, они есть. В этой же семье есть акаркантозавр. Вот он находится тут. Он у меня также есть в планах. Это у нас кархародонтозаврия. Вот еще конкавинатор тут же спрятался. Я бы его еще, наверное, тоже слепил. Карнозавры, инфаториат их в себя включает. Тут довольно много их. Аллозавры и так далее. Ну что ж, поехали лепить нашего Ютирануса из семьи Процератозаврид. Красивый, пернатый и еще и тиран. Я подготовил каркас для лепки. Подробнее создание таких каркасов есть в других моих роликах. Использую я полимерную глину Цернит Дол. Глина довольно твердая, могу сказать. Вот уже я покрыл наш каркас глиной. Эту часть лепки я пропустил сегодня. Также это есть в других видосах. Делаю подставку для лепки. В дальнейшем я, возможно, ее оставлю как саму подставку или сделаю другую. Все выемки измеряем согласно черепу. Кстати, он у меня будет в масштабе 1 к 30, как остальные мои динозавры. И коротко о динозавре. Личное дело, так сказать. Род Ютиранус, единственный вид Ютиранус Хуали, обнаружен в Китае в 2012 году. Сам образец датирован нижним меловым периодом. Это в районе 130 миллионов лет назад или чуть больше. Длиной он был до 8 метров, высота до 3 примерно, масса в районе тонны. Характер неизвестен, имел примитивные перья. Вот, кстати, перья меня и заинтересовали. Особенно мне нравятся динозавры большей частью сохранившегося скелета. А тут еще и перья. Ну, просто уникально, в общем. Прямое свидетельство их наличия. Да, еще в семействе, он находится в семействе тиранозавроид. Ну и потом, мне, конечно, как всегда, пришла еще одна гениальная идея, в кавычках, гениальная, как все усложнить. Это, конечно же, нужно сделать, чтобы жизнь, так сказать, лепка медом не казалась. Вот и придумал я ему перья сделать. То есть не слепить, а именно покрыть искусственным пером. Опыт у меня такой первый. Посмотрим, что из этого получится. Перья у него были примитивные. И это играет мне на руку. Не нужно запариваться над формой именно классического пера, что дает нам волю фантазии. В разумных пределах, конечно. Таким образом, у меня есть уже план.
он же техзадание. Динозавр в перьях. Исходя из этого, я ему прорабатываю только морду и лапы. Остальное оставляем как есть. И по поводу мелких косяков можно не париться. Внешний вид буду делать на свой вкус. Какого-то определенного рисунка я не придерживался. Лепка дело не скорое, есть время еще подумать, как он будет выглядеть. Как и задние лапы, передние тоже прорабатываю хорошо. Чуть их укоротил, они изначально были длиннее. Чешуйки им такие всякие вырезаю красивые. Ну и после лап возвращаюсь к голове и устанавливаю глаза. Далее надбровные дуги, веки, глаза закрываем. Сверху над глазами что-то вроде небольших рожек, а точнее просто наросты. Пасть я решил ему закрыть. Пусть будет таким спокойным, задумчивым, что ли. Шею чуть больше в бок повернул. Глаз отлично сел у нас. Теперь создам структуру. Как чешуйчатую. И вокруг щетинки и остеодермы. Наты вокруг глаз и сверху на морде. Их я сделаю. Еще один нюанс не упустим. У него посередине морды сверху имелись более выступающие наросты. Маленький такой гребень сделаем полоской. Таким вот образом я его изобразил. Па-бам! Уже загрунтован, как вы видите. Ну и теперь бодро его закрашиваем. Пока таким светлым слоем я сделаю, дальше будет потемнее, детальки и так далее. Окрас тоже пропущу я в этот раз. Зубы, кстати, я также ему уже сделал. Переходим наконец к перьевому покрову. Беру скотч, разделяю на еще более узкие полоски ножом. Беру перо. Вот такой цвет я выбрал для него. Зажимаю аккуратно пальцами один кусочек, чтобы не развалился. Рисунок сохранился. Отрезаем и приклеиваем к скотчу. Вот таким образом это все выглядит. И далее остальные кусочки рядом и создаю такую вот полосу. Теперь всю эту красоту я заматываю вокруг холста, предварительно смазав клеем. Клей, чтобы скотч тоже уже не отвалился со временем. Получается довольно ровный рисунок. Идеально не обязательно делать. В своих работах я больше люблю приближенно к реальности. Пусть будет чуть лохматым таким, что ли, слегка. Смотрите, далее после хвоста такой способ не подходит. Я беру просто перо и приклеиваю его где-то почти целиком, а где-то отрезаю кусочки, но всегда наклеиваю с большим
нахлестом. Если изначально я где-то ошибся и рисунок не совпал, или грязновато, например, получилось, вернуться и сверху приклеить другим пером уже не так-то просто, но в принципе можно. И в конце на голове пусть будет, наверное, небольшой хохолок. Как вы считаете, пусть будет, я думаю. Его я сделал из черного пера, разрезав его ровно пополам. Ну вот мой ютиран. Такой вот он получился любопытный. Любопытствующий, точнее. Возможно, он стоит рядом, например, с суперзавром, видео которого есть на канале, ссылку прикреплю. Стоит, значит, и думает, как бы справиться с такой здоровенной штуковиной. Такой вот тип. Подставку сделал по аналогии с T-Rex и Гигой. Сбоку такая красивая табличка, а внизу мягкая подложка. И данные на нашего терапода. Отряд, подотряд, семейство, длина, высота, вес, место находки, где обитал, страна, рацион, он хищник. И номер в коллекции 23. Сверху раскрасил что-то вроде травки. Травки, не травки. Сбоку вода пусть будет. Ну и устанавливаем обратно. И поближе разглядим. На этом ролик подходит к концу. Всем до новых встреч, как говорится. Подписывайтесь, ставьте колокольчик обязательно. Хороший комментик обязательно. С меня почаще видео, если будет больше подписчиков. И ваши пожелания. Всем удачи. Покеда. И, кстати, что там за теория про курицу, которая была когда-то тираннозавром?